Привет, друзья! Сегодня у нас сразу несколько тем, которые активно обсуждаются и в Германии, и за ее пределами. Почему рейтинг правительства падает, а альтернатива для Германии бьет рекорды? Зачем Дональд Трамп собрал крупнейших технологических лидеров? И почему Илон Маск не пришел? Что изменится в социальной сфере Германии после новых предложений канцлера Фридриха Мерца? Кроме того, я разберу падение заказов промышленности, отношение немцев к китайским электромобилям, расходы на социальную систему и неожиданные данные опроса о доверии к государству. Все эти новости складываются в очень любопытную картину, поэтому смотрите до конца, а чтобы не пропускать новые выпуски самых последних новостей, прямо сейчас подпишитесь на канал. Итак, новое социальное исследование CDF Politic Barometer показывает заметное снижение уровня доверия к действующему правительству Германии. Большинство граждан сомневаются, что коалиция сможет реализовать обещанный осенний пакет реформ. Ожиданий по этому поводу мало как в отношении канцлера Фридриха Мерца, так и правящей партии. Это серьезно повлияло на их политическую репутацию. На этом фоне резко растет поддержка альтернативы. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ набрала рекордные 25% голосов, на 2 пункта больше, чем в предыдущие месяцы. Результат самый максимальный в истории исследования. Вплотную, но все же на первом месте остается блок ХДС-ХСС 27%, но отставание минимальное. Социал-демократы удерживаются на 15%, зеленые и левая партия теряют динамику, их поддержка составляет 11% и 10% соответственно. По сравнению с предыдущими показателями, снизившись по 1%. Партии «Свободно-демократическая партия» и «Союз Сары Вагене» остаются на границе парламента с 3% поддержкой, каждая, остальные вместе около 6%. Что касается оценки работы канцлера Мерца, мнения разделились ровно пополам. 46% респондентов оценили его деятельность как хорошую, такие же 46% как неудовлетворительную. Оставшаяся часть затруднилась с ответом. И это еще не все. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп организовал ужин для руководителей крупнейших технологических компаний. Однако Илон Маск на мероприятии отсутствовал. Среди приглашенных гостей были такие влиятельные фигуры, как Тим Кук из Apple, Сатья Наделла из Microsoft, а также представители Amazon и других крупных компаний. Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, не присутствовал на этом ужине, как я сказал. Отсутствие Маска на мероприятии привлекло внимание, учитывая его значительное влияние в технологическом секторе. Однако причины его отсутствия не были официально озвучены. Некоторые источники отмечают, что Маск может быть занят другими проектами и инициативами, которые требуют его внимания в данный момент. Ужин с участием ведущих технологических лидеров представил Трампу возможность обсудить с ними вопросы, связанные с развитием технологий, инновациями и экономическими перспективами. Такие встречи являются важными для установления и поддержки связи между политическими и бизнес-элитами. Тем временем Илон Маск продолжает активно развивать свои компании и проекты, включая инициативы в области искусственного интеллекта и космических исследований. Его отсутствие на ужине с Трампом не означает разрыва отношений, а скорее указывает на его сосредоточенность на текущих делах и стратегических направлениях. А дальше новость, которая вызывает активное обсуждение в обществе Германии. Итак, в Германии продолжается обсуждение реформ в социальной сфере. Глава федеральной канцелярии Торстен Фрай выразил уверенность в том, что предложенные канцлером Фридрихом Мерцем меры по сокращению расходов на гражданское пособие на 5 миллиардов евро являются очень реалистичными. Он отметил, что планируется заменить существующее пособие на новую систему базового обеспечения, которая будет включать другие сроки ожидания и более строгие требования к трудовой активности. В то же время партия «Альтернатива для Германии» АДГ выразила критику в адрес нового бюджета, утверждая, что в нем сохраняется избыточное количество субсидий и грантов. Представители партии считают, что необходимо провести пересмотр существующих программ поддержки. В ответ на эти замечания Фрай подчеркнул, что правительство намерено продолжить работу над реформами, направленными на улучшение социальной системы и снижение бюрократической нагрузки. Он отметил, что в ближайшие дни министр труда Бирпель Бас представит конкретные предложения по реформированию гражданского пособия. Таким образом, в Германии продолжается активная работа над реформами именно в социальной сфере, направленная на улучшение системы социальной поддержки и снижение государственных расходов. И еще новость промышленности Германии. В июле 2025 года немецкая промышленность вновь столкнулась с падением заказов.
По данным Федерального статистического управления, за месяц количество заказов снизилось на 2,9%. Экономисты тогда ожидали незначительный рост на 0,5%, однако реальность оказалась хуже прогнозов. Если исключить крупные заказы, то снижение составит 0,7%, что также указывает на слабый спрос. Несмотря на это, в трехмесячном сравнении с мая по июль наблюдается небольшой рост на 0,2%, что дает повод для осторожного оптимизма. Однако аналитики отмечают, что в целом ситуация остается напряженной, высокие затраты на энергоносители и рабочую силу, а также неопределенность международной торговли оказывают давление на промышленность. Представитель торгово-промышленной палаты Германии отметил, что компании по-прежнему сдержанно относятся к инвестициям и заказам, что сказывается на экономической активности. Таким образом, хотя отдельные показатели и демонстрируют незначительное улучшение, в целом промышленный сектор сталкивается с заметными трудностями. А теперь давайте посмотрим на автомобильную отрасль Германии. Согласно последнему опросу, проведенному компанией Boston Consulting Group, большинство автовладельцев Германии не заинтересованы в покупке электромобилей именно китайского производства. Только 16% опрошенных выразили готовность рассмотреть такой вариант, что выше, чем в Великобритании, там 15%, в Италии, напомню, 14% и Нидерланды 11%. В то время как в Соединенных Штатах Америки лишь 7% участников опроса открыты к идее приобретения китайского электромобиля. Несмотря на это, интерес к китайским электромобилям все-таки постепенно растет. В прошлом году, по данным АДАК, 59% опрошенных немцев заявили, что могут рассмотреть покупку китайского электромобиля. Особенно высокая заинтересованность наблюдается среди молодежи. 74% респондентов в возрасте от 30 до 39 лет и 72% в возрасте от 18 до 29 лет открыты к идее приобретения китайского электромобиля. Однако китайские автопроизводители сталкиваются с трудностями при выходе именно на европейские рынки. В Германии, например, половина опрошенных готова снова купить автомобиль той же марки, что и их текущий, в зависимости от целевого сегмента. Для китайских массовых производителей этот показатель составляет всего лишь 9%, для премиум-сегмента 14%. Тем не менее, эксперты прогнозируют, что к 2030 году в Германии доля полностью электрических автомобилей может достичь 40%, к 2035 году более 90%, при условии, что Европейский Союз не ослабит свои экологические стандарты. А дальше новости о расходах в социальной сфере Германии. В Германии расходы на социальное обеспечение в 2025 году, измеряемые в проценте от валового внутреннего продукта, не растут, несмотря на рост отдельных выплат. По данным Федерального статистического управления, социальные расходы составляют, внимание, около 30,5% ВВП, что практически соответствует показателям предыдущего года. Причиной такого сохранения доли расходов в ВВП является именно рост экономики. Несмотря на увеличение выплат по отдельным направлениям, такие как пенсии и пособия по безработице, общий объем расходов растет медленнее, чем экономика, поэтому их доля в ВВП остается стабильной. Эксперты отмечают, что это показывает устойчивость немецкой социальной системы, ее способность все-таки выдерживать давление инфляции и демографические изменения. В то же время правительство продолжает обсуждать возможные реформы, как я сказал, чтобы повысить эффективность распределения средств и обеспечить долгосрочную стабильность социальных выплат. И еще интересная новость в Германии. Согласно последнему опросу, проведенному Союзом государственных служащих Германии, 3 из 4 граждан считают, что государство не в полной мере справляется со своими задачами. Это самый высокий уровень критики за последние годы. Восточные регионы особенно скептически настроены, только 17% опрошенных там считают, что государство эффективно выполняет свои функции. Наибольшее беспокойство вызывает миграционная политика. 30% респондентов считают, что государство не справляется с этим вопросом. Также отмечены проблемы в социальной сфере, образовании, налоговой системе, внутренней безопасности и здравоохранении. Однако есть и положительные моменты. 20% опрошенных считают, что новая коалиция ХДС-ХСС и социал-демократическая партия СДПГ
более эффективно, чем предыдущая, состоявшая, напомню, из СДПГ, зеленых и свободных демократов. Но 70% полагают, что изменений в эффективности работы государства не произойдет. Эти данные свидетельствуют о растущем недовольстве граждан по поводу работы государственных институтов и подчеркивают необходимость реформ и улучшения взаимодействия между государством и обществом. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.